Всем привет! Сегодня мы отправляемся в одно из самых живописных мест Японии – залив Мацушима. Вот наш маршрут. Мы едем от станции Токио до станции Сендай, а оттуда до станции Мацушима-Кайган. На Шинкансене мы едем до станции Сендай, это префектура Мияги. Ехать где-то час 40 минут. В одну сторону стоит на человека где-то 12 тысяч йен. Потом мы приедем на станцию Сендай и пересядем на локальную местную линию Сенсеки Лайн и доедем до станции Мацушима-Кайган. Ехать где-то 40 минут и стоит это на человека где-то 440 йен. Вот наш Шинкансен зелененький, красивый, и называется Хаябуса. Он быстрый Шинкансен, без остановок. Вот мы зашли внутрь. Посмотрите, какие здесь удобные места. Мы купили завтраки бенто. Вот один с рыбкой, один с овощами. Отходят поезда, Шинкансены, которые идут на север от станции Токио. И вот мы от Токио едем на север. Сейчас я вам дальше покажу, какие здесь внутри красивые, удобные туалеты. Япония, как всегда, меня очень удивляет. Как я ее люблю за всю эту чистоту, удобство, ухоженность. Пока мы едем, расскажу вам кое-что интересное. Залив Мацушима официально признан одним из 3 знаменитых пейзажей Японии. По-японски Нихон Санкей. Знаете, какие 2 других места в него входят? Это песчаная коса Амано-Хашидате в префектуре Киото и знаменитые плавающие святилище Ицкусима в Мияджиме, рядом с Хиросимой. И вот сегодня мы своими глазами увидим первый из этой великой тройки залив с более чем 200 маленьких островков, поросших соснами. А сейчас для начала покажу вам наш роскошный туалет. Все на автоматике, и умывальник. Вот здесь руки все автоматически моешь. Вот и для подгузников полка, и стульчик для детишек. И все, конечно же, вошлет, умный туалет с подмывкой. И вот здесь на синенькую рубку кладешь, чтобы смыть. В общем, все красиво, чисто, новое. И зеркала вот тут тоже. В общем, шикарный туалет. Здесь даже туалеты новее, чем в Шинкансенах, которые ходят в сторону Кёто. Это называется Токайдо Шинкансен. Хаябуса, здесь они такие внутри поновее и получше. Вот мы уже подъезжаем к Сендаю. Здесь мы перейдем на локальную линию и поедем до Мацушимы. Ехать 40 минут. Пересадка очень удобная. Здесь на станции Сендай прям все близко. Спускаешься всего на пару этажей внизу и уже локальные линии.
いや違う、ここまで行くの。Мы прибыли на станцию Мацушима-Кайган, и теперь мы держим путь на знаменитый местный рыбный рынок Сакана-Ичиба. Мацушима славится своими устрицами и морепродуктами, и поэтому мы решили попробовать морепродукты. И заранее мне посоветовали очень хорошее место, это Сакана-Ичиба, и сама я тоже исследовала рейтинг этих мест. Место считается вкусным. А здесь вот мы покупали билеты на теплоход, но это будет дальше. Мы поедем смотреть острова Мацушимы, эти известные виды, позже. Мы купили билет на час дня.ここで買わないといけないな。どれにしようかな。Здесь мы заказали кайсендон и устричный гамбургер и наваристый рыбный суп араджиру. Кайсендон и суп – это просто восторг, невероятно свежие, тающие во рту морепродукты. Кайсендон – это значит рис внизу, а наверху это тунец
фарш тунца и икра. А вот гамбургер оказался обычным. Внутри булочки с картофелем спряталась совсем крошечная устрица. Ее пришлось буквально искать. Но ради общего гастрономического опыта попробовать стоило. Сытые и довольные мы отправляемся к духовным сокровищам Мацушимы, буддийским храмам Цзуйганджи и Энцуин. Цзуйганджи – это главный дзен-буддийский храм всего региона Тохоку, то есть севера Японии, а рядом по соседству находится уютный и утонченный храм Энцуин. Он знаменит своими безупречными садами мха и японскими каменными садами. И вот мы подошли к воротам храма Цзуйганджи. Его основал великий монах Эннин, тот самый, что заложил монастыри Сайто и Юкава на Святой горе Хиэй в Кёто. Это я была недавно в храмах Энрякуджи, рассказывала вам про эти храмы и про этого монаха. На Дикий Север его привела буддийская миссия, а Мацушиму он выбрал за ее мистическую красоту, идеальную для медитации. Свой величественный вид, который мы видим сейчас, храм обрел в 1609 году благодаря великому самураю и основателю Сэндая Дате Масамуне. По его приказу лучшие мастера строили этот шедевр целых 5 лет, используя ценную древесину из священных лесов Кумано.
прямо по соседству находится утонченный храм Инцуин, хранящий очень драматичную тайну. И сейчас мы идем туда. Он был построен в середине 17 века как мавзолей для 19-летнего Мицумуне, невероятно талантливого внука Дате Масамуне. Юноша был настолько одарен, что правивший в Токио шёгунат видел в нем угрозу, и Мицумуне скоропостижно скончался при загадочных обстоятельствах. Ходили слухи, что его отравили. Мы подходим к мавзолею, где покоится законный внук Дате Масамуне Мицумуне. Этот мавзолей является важным культурным достоянием Японии. Внутри него установлена статуя Мицумуне на белом коне, а вокруг него статуи 7 верных самураев, которые совершили джунши, ритуальное самоубийство, чтобы последовать за своим господином в огромный мир. Вот этот конь и внук. Это невероятно, но я как будто сама почувствовала, как дедушка и отец очень любили Мицумуне. Какой красивый они ему построили мавзолей в таком замечательном саду. Они перенесли даже его летний домик, дальше будет. И потом еще сад роз. Он тоже любил розы, все европейское. Невероятно, прям чувствуется любовь этих людей и как они горевали по нему, построив такое красивое место для своего внука и сына.
Наш первый день в Мацушиме получился насыщенным и очень душевным, но это только начало. В следующей серии мы отправимся в незабываемый круиз между теми самыми знаменитыми сосновыми островками, а после заглянем в старинный чайный домик Карантей, чтобы выпить традиционный чай матча с видом, от которого замирает сердце. До встречи в следующей серии. Пока-пока.